Любая собранность ума дает радость. Если мы не умеем думать правильно, каковы гарантии того, что мы научимся медитировать правильно? Ведь думать гораздо легче. Но ты можешь постичь Адвайту только когда уйдешь от концепции. К этому надо относиться серьезно. Дхьяна – это состояние, когда у Мары завязаны глаза. Осознаваться – это модно. Но по-настоящему осознает себя только святые, только садху. Сама Адвайта – это не философия, это практика. Мы еще не на том уровне, чтобы добавлять. Мы на том уровне, чтобы изучать. Ом гам ганапатае намаха. Ом Шри Сарасвати намаха. Ом Шри Гурубхьо намаха. Рибхугита, глава 14. Глава 14. Рибху. Слушай, Нидага, вот тайное знание, все, кто истину ищут, стремятся к нему. Адвайта и Двайта — это ничто. Только Брахман, покой, существует всегда. Классическое разделение учений веданта, оно таково, что веданта бывает разное. И веданта – это часть, одна из 6 даршан традиционной вединской философии. Веданта, миманса, ньяя, санкья, йога и вайшешика – это 6 даршан ведической философии традиционной. Но есть еще нетрадиционные даршаны. Какие, кто знает? Да, буддизм, джайнизм. А еще в древности еще называли учения Чарвака и Лакаяты, материалистические учения. Но они тоже как бы все были частью индуизма. Прошли столетия, и на первый план выдвинулась веданта. Веданта объединила все другие школы и стала мейнстримом, доминирующей линией, в которой передаются учения Санатана Дхармы. И сама веданта разделялась на какие, кто знает? Двайта, Вишишта Двайта и Адвайта. И мы – это Адвайта. Некоторые шиваитские школы есть школы Двайты. Все вайшнавские школы – это школы Двайты. Адвайты школ вайшнавских не бывает. Потому что поклонение вайшнавачары – это двойственное поклонение, предполагающее себя Бога и того, кто поклоняются душу и Бога как раздельные. Мы, шиваитская школа в линии Шанкарачарьи, это школа Адвайты. Это поклонение в духе Шивам Путва, Шивам Яджет. Ты можешь поклоняться Шиве, если ты сам осознаешь себя Шивой. Ни Шива не может поклоняться Шиве. Это поклонение в Шайвачаре – это джняна-йога вместе с бхакти-йогой. Если вайшнавачарья – это бхакти-йога без джняны, и вайшнавы так склонны, они как говорят, ну, это гьяни, да, ну, они тоже достигают освобождения, но в целом вот бхакти, вот, ну, тоже где-то они там достигают освобождения. Кришна в Бхагавад-гите сказал, там, ну, да, так, это между делом. Потому что на первый план идет эмоциональная преданность Богу. На уровне вот крия-пады, как преданный сын своему отцу. Но Бог всегда отдельно. Бог всегда на недостижимой, недосягаемой дистанции. А ты – это всегда ты, и ты всегда будешь ты. А Бог всегда будет Он, и Он всегда будет Он. И поклонение возможно именно в двойственности, но вершина еще достигает этой философии Вишишта-двайта. Вишишта-двайта – это непостижимое тождество и единство. Это тоже вайшнавская концепция больше.
Ачинтя бхеда бхеда татва. То есть ты разделен и един. Един качественно, разделен количественно. И вот это где-то та грань, ступень, с которой мы начинаем. Мы тоже как бы признаем в качестве начальной ступени Вишиштадвайта, это нормально. Потому что мы с Шивой тождественны во зрении, но в относительном мы далеко не тождественны. Но как бы есть игра такая непостижимая, и тождество, и различие. Ачинтя абхеда, абхеда татва. Но в целом шиваитская философия – это философия манизма адвайты. Хотя есть шиваитские философии двайтические. Двайтические школы сиддханты есть тоже. Но что говорит Рипху? Рипху говорит и двайта, и вишишта адвайта, и адвайта – это отражение в ваших человеческих умах определенных позиций. И, безусловно, адвайта самая высокая. Но даже это меркнет по сравнению с брахманом, потому что все-таки это определенные подходы, определенные концепции. Но ты можешь постичь адвайту только когда уйдешь от концепции, когда поймешь то пространство брахмана, где двайта, адвайта и вишишта двайта, они все одно, они нереальны. Но это возможно только через постижение пратьякша, прямое видение, через самадхи. Лишь я есмь — это Брахман Всевышний. Лишь я есмь за гранью всего. Адвайта и двайта — это ничто. Есть исключительно Брахман — покой. Надо изучить адвайту на философском уровне. Но сама адвайта – это не философия, это практика. Поэтому, изучив адвайту на философском уровне, натренировав крия-джняну, интеллектуальное размышление, мы должны идти дальше в прямую неконцептуальную адвайту. Но изучать тексты надо, изучать философию надо, потому что мы должны дать направление своему уму правильное. Если мы будем думать, что важна не концептуальная осознанность, адвайта – ничто, не будем тренировать свой ум, то мы не сможем постичь адвайту на еще более высоком уровне. И изучение текстов, изучение философии предназначено для того, чтобы подготовить нас, создать адхикару, нашу готовность, умение думать правильно. Если мы не умеем думать правильно, каковы гарантии того, что мы научимся медитировать правильно? Ведь думать гораздо легче. И вот научиться думать дисциплинированно, правильно, четко, даже в академическом смысле строго, все по-философски. Это очень важно. Это гарантия того, что наш ум достаточно утончен, у нас есть вивека, мы являемся адхикари для постижения адвайта. Адвайты через опыт. Поэтому мы изучаем философию, изучаем тексты, учимся думать правильно. Думать правильно означает в строгом контексте философской доктрины, например, адвайты, той школы, которую ты следуешь, в строгом контексте шиваизма. Строгий философский контекст означает, что мы опираемся на авторитетные священные тексты. Мы ничего от себя не добавляем, потому что, почему мы от себя ничего не добавляем? Да, мы еще... не те еще, кто может добавлять что-то, сказать свое слово миру, как Абхинавагупта, например, как Шанкарачарья, может дать какую-то новую ветку, понимание. Мы еще не на том уровне, чтобы добавлять. Мы на том уровне, чтобы изучать. И здесь надо ничего от себя не добавляя, изучать тексты как пустой сосуд. Изучать философские понятия, изучать логику, структуру учения. И добавление от себя здесь будет нехорошим делом. Если вы начнете добавлять, скажут, что вы спекулянт какой-то, вообще не авторитетный человек, вообще не опираетесь на базовую тексту, что-то вы думаете, вы прослывете таким выдумщиком. Потому что, чтобы добавлять что-то от себя, надо получить право добавлять. А право – это что? Это реализация, это самадхи. Подтвержденная в линии передачи, так сказать, заслуженное многолетним. Вот когда вы становитесь, говоря условно,
в Академии наук академиком по квантовой физике, вы можете создавать парадигмы, писать монографии, и это будут уважать. Но на первом курсе еще это неуместно делать. Или на втором даже. И даже на стадии 5-го курса. Но когда вы достигнете самадхи-реализации, то, несомненно, ваши трактаты, ваши книги, ваши лекции будут признаны и будут пользоваться успехом у будущих поколений монахов и мирян и войдут в классику мировой литературы, в традиции Адвайта Веданты. А если не литературы, то Упадеш, тайных наставлений Доха, написанных сумеречным языком. Ну, в общем, они тоже могут принести пользу живым существам, но при условии, что будет достигнуто хороший уровень Адвайта Веданты. И вы вложите в свой вклад воспитание будущих поколений монахов, карма саньяси, на благо всех живых существ, своей реализации через трактаты, наставления, поучения, упадеши, дохи, спонтанные песни реализации. Ну, в общем, как-то. Но в целом мы должны изучать тексты в академическом стиле, строго опираясь на логику, на авторитетные тексты, на понятия и на логические схемы. И наш ум должен научиться дисциплине, четкости, ясности и строгости. Ну, то есть, если мы говорим Брахман, Майя, то надо давать такие конкретные формулировки, как это принято в Адвайте Веданте. Если мы говорим Шива Татва, Шакти Татва, надо тоже давать четкие конкретные понятия, формулировки с опорой на тексты и желательно цитировать. И это я говорю особенно в преддверии диспутов и конференции, которая предстоит. Это как показатель того, как мы хорошо обучаемся. Диспуты и конференции. Это как у спортсменов есть состязания раз в год, так и у монахов. И вот такая предварительная тренировка, мы учим думать себя правильно. И монахи в разных традициях, они занимаются этим всю жизнь. Они оттачивают свой ум, чтобы научиться думать правильно. Когда мы можем научиться думать правильно, мы можем решать, по крайней мере, свои проблемы с помощью того, что мы умеем правильно думать. Многие ведь проблемы, они не из-за того, что нет самадхи, нет мистического опыта, так? Это уже за человеческим. А человеческие проблемы часто из-за того, что мы не умеем правильно думать в соответствии с учением. Они решаются на уровне ума логически, если мы правильно умеем думать. Например, возник гнев, возникла тупость, тамас, возникли препятствия, возникло уныние. Если мы правильно можем думать, мы умеем управлять своим вниманием и задаем уму правильное направление и побеждаем все эти вещи просто за счет правильного направления мысли. Когда мы правильно думаем с точки зрения Адвайты или с точки зрения шиваизма. И вот такая подготовка, она должна занимать длительное время. В общем, она занимает всю жизнь у монаха. Монах всю жизнь медитирует, а монах всю жизнь изучает философию. К этому надо относиться серьезно. Не надо думать, что я такой продвинутый, мне и без философии вообще. Ракетой в самадхи полечу, все. Я интуитивный, я чувствительный к шактипату, по божественной милости, свет проникнет в меня и все. Конечно, если так, то вы такой счастливчик, избранный Шивой, удачливый человек. Но лучше, конечно, надеяться, что ты счастливчик, избранный Шивой, но на Бога надейся, на божественную милость надейся, но и сам старайся тоже. Тренируйся, изучай, развивай свои качества, тренируй свой ум, продолжай работать на относительном уровне. И все это называется крия-джняна, тренировка ума. Сюда также входит и тхьяна, тренировка ума в тхьянах. И вот такая тренировка, правильное направление ума, умение правильно думать, оно готовит нас к истинному постижению недвойственного воззрения, о котором говорит Рипху Нидага. Я это говорю к тому, чтобы мы не понимали легковесно слова Нидаги «Двайта, Адвайта – это ничто, вот все есть Брахман». Мы должны сначала изучить и Адвайту или изучить учение шиваизма, а потом попробовать превзойти их концепции на уровне понимания самадхи. А если мы не изучим, то как их превосходить? Непросто, можем запутаться.
Но все-таки, Нидага говорит, все-таки такое концептуальное знание, оно не даст тебе реализации, оно только подготовит твой ум. Поэтому оно называется крия-джняна. Крия-джняна дает верное направление ума, но не уничтожает невидение. А ценность веданты или шиваизма в том, чтобы невидение было уничтожено. Например, если есть мара в виде смерти, старости, болезней, страданий, то пока этот мара не будет рассеян, он будет докучать и будет реинкарнацией. Цель практики – преодоление неведения, рассеивание неведения. И только та практика сильная, которая рассеивает неведение, рассеивает мару. И Нидага говорит, что крия-джняна – это хорошо, но неведение может рассеяно только тем брахманам, которые за пределами Адвайты, Двайты и Вишишта-двайты. И надо прорваться в такое понимание брахмана. К шутха-джняне. Вот шутха-джняна – это наша цель, а крия-джняна – это подготовительная тренировка. Лишь я есмь покой естества, лишь я есмь сама всеохватность, лишь я есмь чистая есность, лишь я есмь настоящая вечность. Лишь я есмь естество во всех формах, лишь я есмь за пределами форм, лишь я есмь непрерывная есность, лишь я есмь причина всего. И здесь, в шиваизме и адвайта веданты, выделяется слой осознавания, называемый «я есмь». Вот этот слой осознавания, если вы изучаете учение о 36 татвах, он к какой татве вообще относится? Да, вторая татва. Вот здесь, в этой главе конкретно говорится, вот подними свое сознание в медитации, прорвись ко второй татве, и ты поймешь, откуда начинается реализация. Прорвись сквозь концепции. Первая татва – это чистое «я», вторая татва – это чистая «я-есмность». Практиковать атмавичару, практиковать тхьяну и самадхи – это прорываться сквозь низшие татвы, низшие слои сознания, низшие оболочки ко второй татве. Если мы находимся на 15 или на 16 татве, или даже на 14, то есть манас татве, ахамкара татве или будхи татве, это действительно скачок. На 12-13 татв вверх надо скакнуть, надо прорваться в более высокие состояния. На манас-татве, если наш ум пребывает, мы мыслим концептуально. Мы – это ум, мы – это автоматический ум. Даже еще эго не сформировано толком. Если на ахамкара-татве наш ум пребывает, мы – это эго, личность со своими личными границами. Но интуитивный разум, он внутри нас еще толком не раскрыт. В будхи-татве, если наше внимание сфокусировано, мы пребываем уже в интуитивном состоянии. Наш творческий интеллект, интуитивный интеллект развиты. Наш моральный интеллект развитый. У нас появляется некое подобие наблюдающего сознания, и наше сознание более глубоко. Это будхи-татва. Наш будхи развит. Это уже ум такого философа, потенциал джняни. Если мы пребываем на уровне пуруша-татвы, наш медитативный опыт позволяет нам воспринимать тонкое тело, вернее, пракрити-татвы, позволяет воспринимать тонкое тело и тонким телом видеть гуны. Вот белый свет, черный свет, красный свет. Когда опыт приходит, 3 света перед ясным светом возникают. Нарастающий белый свет пустотный, открывающий пустотное осознавание, нарастающий красный свет, черный свет. Это переживание 3 гун. Считается, что переживание 3 гун, кто испытал в тхьяне, тот достигает. Это как начальное достижение стадии раджа-йоги. Раджа-йога тхьяна, раджа-йога самадхи. Это значит, он подобрался к пракрити-татве. Он может видеть структуру мироздания, из чего создана вся материальная энергия мира. Все энергии мира состоят из этих 3 цветов, из начальных 3 гун. И эти 3 гуны он испытывает самадхи.
Белый свет – открытие, красный свет – нарастание, черный цвет – перед достижением. Он воспринимает тонким зрением пракрити-татву. Так пракрити-татва видится в самадхи. Это значит, он постиг тайну материи этого мира. Вышел на такой тонкий уровень, где все материальные элементы, танматры, панчабхуты, карминдри, джняниндри, они формируются из этого уровня, исходят зародыши всего этого. Если человек медитировал и в дхьяне, самадхи, поднялся еще выше, в пуруша-татву, он осознает ясный свет. Вот отсюда начинается осознавание ясного света. Но он еще не глубокий, у него есть своя глубина, но он уже осознает: я есть Шива. Но еще в нем остаются ограничения. Он еще не может разорвать канчуки, дискретное восприятие времени. Он еще не преодолел свою карму в виде желаний. Он еще не обладает всеведением, но он прорвался в персональное понимание недвойственности ясного света. Это постижение пуруша-татвы. И вот так сознание восходит от татвы к татве, прорывается сквозь канчуки, прорывается сквозь шестую майя-татву и начинает входить в чистые татвы. Чистые татвы – это причинное тело, причинный мир и выход за причинное тело и причинный мир. Прорыв к самому фундаментальному уровню исконного ясного света. Если на уровне пуруша-татвы этот исконный ясный свет еще воспринимается двойственно, через тонкое тело, то чем выше сознание поднимается, тем более качественным этот чистый свет становится. Тем меньше двойственных, самых тончайших двойственных представлений. Лишь я есть естество во всех формах. Лишь я есть за пределами форм. Лишь я есть непрерывная естьность. Лишь я есть причина всего. Лишь я есть весь этот мир. И в частности, эта вещь тоже. Лишь я есть ликование естьности. Лишь я есть дарует свободу. Итак, вычленение я-естьности – это ключ к постижению адвайты и шиваизма. Разумеется, мы сначала должны очистить себя. И первые 12 лет что ученику надо делать? Заниматься кундалини-йогой, очищать каналы и чакры, восстановить свою прану, до человеческого состояния довести. Все утечки, перекрытия, сжатые каналы, в общем, опущенную апана-ваю, засоренные чакры в коленях, свадистана чакры, анахата чакры, манипура чакры очистить, развязать брахма-грантхи, вишну-грантхи, рудра-грантхи. В общем, работы хватает на 12 лет. Заниматься раджа-йогой, практиковать дхьяны, научиться концентрации. 4 форменным дхьянам и 4 бесформенным дхьянам. О ним поговорим попозже. Дисциплине ума и концентрации. Заниматься бхакти-йогой, упасаной, поклонением, ежедневной нитья-садханой. Очищать ум, насыщать его саттвой. Заменять старые мирские образы на божественные. Овладевать философией. Очищать себя от клеш, развивать терпение, смирение, чтобы стать адхикари. Это то, о чем Шри Шанкарачарья говорит в садхана чатуштая, четверичная подготовка. Развивать вивеку, развивать отрешение. Отрешение нужно как монахам, так и мирянам. Не то, что монахам отрешение, а мирянам разгульная жизнь. Вайрагья нужна всем. Просто монахи отрешаются, живя вашими, по своим 11 обетам. Миряне или карма-саньяси отрешаются, живя дома, на работе, в семье, по своим 8 обетам или 5 обетам. Но отрешение необходимо всем. Без позиции отрешенности от мира невозможно идти путем мокша-дхармы. Это не будет мокша-дхарма. И вот позитивное отрешение и отречение очень важно понять для своего статуса. Мумукшутва – развитие, стремление к освобождению, перенаправление ума и тонкого тела на мокшу и качество себя как садху, шатка-сампат. Это классика.
Это то, что надо знать как букварь, как алфавит, как что-то фундаментальное. Садхана Чатуштая. Она описана во многих Упанишадах, поздних трактатах. Она дана Шанкарачарье Вивека Чудамани. Вивека, Вайрагья, Мамукшутва, Шатка Сампад. То есть Шамадама, Упаратитикша, Шатха Самадхана. Усмирение ума, дисциплина органов чувств, отрешение от желаний, от мирских желаний, терпение, вера и медитативная устойчивость. Вот это йогин должен создавать такую базу, чтобы вычленить я есмность. И вот когда вивека разовьется, дисциплина разовьется, отрешенность разовьется, и мы переживаем опыты тхьян, занимаясь тхьяной, дхараной и тхьяной, мы начнем вычленять вот это чувство «я есть», о котором говорит Нидага. Вот если этого не будет, чувство «я есть» будет появляться, а иногда не будет, то или есть, то ли нет. Потому что вивеки будет недостаточно. И мы будем слушать высокие тексты, высокие учения, но не будем чувствовать, что они нам помогают в жизни. Потому что если йогин хорошо практикует, у него нет ни проблем, ни каких-то мелких вопросов. У него есть какие-то глубинные вопросы, может, по учению, но текущих вопросов нет, потому что они что? Все решаются практикой. То есть таких вопросов, как мне не гневаться на соседа, их не бывает. Потому что практика все эти вопросы закрывает. Это значит, мы хорошо подготовили себя. Мы выработали все нужные качества. И вот тогда то, чем мы занимаемся, учение анутары тантры, оно связано с вычленением «я есть» осознанности, и мы пытаемся парить на этом самом тонком, на самом высоком слое сознания. Тогда мы начинаем понимать, о чем говорил Риши Нидага, и у нас начинает получаться. И вычленение «я есть» осознавания – это уже достижение само по себе второй тхьяны. Однако не второй тхьяны, второй бхоми. А ключ к достижению второй бхоми – это тхьяны. Если вам не удалось вычленить «я есть» осознавание атма-вичарой, через прямое введение методами анутара тантры или мантра-йогой, то раджа-йога – это прямой, очень простой способ вычленить «я есть» осознавание. И надо упражняться в тхьянах до тех пор, пока вивека не настолько разовьется, чтобы «я есть» осознавание, оно вычленялось легко, всегда, без всяких сомнений. Лишь я есмь осознанность чистая, лишь я есмь полнота сознания, лишь я есмь осознанность чистая, лишь я есмь сердцевина всего. Об осознанности говорят много, но мало кто в ней утвердился и мало кто достигает глубины. То есть это такой популярный тренд даже таких нетрадиционных каналах литературе йоги. Люди говорят много об осознанности. Поехали на Бали, осознаемся. Полетели там, и заодно покупаемся. То есть осознаваться это модно. Но по-настоящему осознает себя только святые, только садху. Потому что не пройдя путь тхьян, или не пройдя путь кундалини-йоги, или не пройдя путь очищения бхакти-йоги, или джняна-йоги, невозможно к глубинам осознанности подойти. И поэтому все практикующие, не пройдя вот эту тренировку, они остаются на уровне осознанности, где-то между первой и второй бхоми. Вот так примерно. Потому что вычленение «я есть» на осознанности и утверждение в ней – это глубокая вещь, не такая простая вещь. И в связи с этим существует тренировка в тхьянах. Йога-сутра Патанджали говорит: дхарана, тхьяна, самадхи, эти три представляют собой триаду, самьяму. И есть буддийская традиция, текст Висудхимагга, Мадхьяма Никая. Это родственные традиции. Буддийская, я считаю, она вытекает из индуистской, потому что индуизм гораздо более старший, как традиция. Буддизм вышел из индийской традиции. До Будды буддизма не было.
Это не так, что Будда пришел и возглавил буддизм, а буддизм существовал. Будда был индуистом, индийским саньясином, а когда его ученики начали продолжать его линию, это назвали буддизмом. И это две традиции, которые описывают дхьяну. В них есть немного академическая, философская трактовка разная, но практически это одинаковые вещи. Итак, если говорить о дхьянах, то есть 5 факторов. Витакка, вичара, пити, сука и экаграта. И что такое? Вот эти 5 факторов – это 5 факторов сознания, которые возникают при занятии любой концентрацией. Если есть эти 5 факторов, ваша дхьяна сложится. Без этих 5 факторов дхьяну трудно достичь. Итак, витакка – это первоначальное направление ума к объекту. Когда вы, например, сели перед пламенем свечи или точкой, и вы направили свой ум к объекту, и вот этот момент вашего направления и удержания, до удержания, и вы постоянно направляете ум, и если он отвлекается, вы обратно его направляете. Это витакка. Вичара означает, вы не просто направляете ум к объекту, даже если он отвлекается, а это удержание ума на объекте, когда вы держите объект. Вам уже не надо его перенаправлять, а вы схватили объект и держите. Вот есть на стадии витакка вы направляете ум к объекту, а он уходит. Например, концентрируетесь на облике ДТ3, а он уходит. Вы снова направляете или на точке, или на пламени свечи. И вы вот находитесь постоянно в перенаправлении ума и боретесь с перенаправлением ума. Но мы не говорим, когда вы там вообще уснули. Вялости, расплывания. А когда вы хотите честно практиковать дхьяну и направляете ум к объекту. Но вичара, когда вы уже держите свой ум на объекте, он не отвлекается. Считается, что дхьяна – это состояние, когда у мары завязаны глаза. Мара – это препятствие, и всегда, когда йогин практикует, мара всегда вместе с ним практикует. И йогин практикует дхьяну, а мара практикует отвлечение. И пришли отвлечения – это мара, надо так думать. Пришло мирское желание – это мара. Пришел сон во время медитации – это мара. Пришел гнев из-за того, что там сосед возится, а надо сидеть тихо – это мара. Любое отвлечение – это мара. И вот йогин практикует дхьяну, а мара тоже практикует свое. Но когда возникают факторы дхьяны, мара молчит, и у мары связаны руки и глаза, он не может ничего йогину сделать. И вот стадия вичара – это удержание ума на объекте. Уже мара начинает связываться. Потому что вы захватили объект и держите. И тогда, когда мара связан, приходит пити. Это восторг или радостный подъем из ниоткуда. И когда вы долгое время пребываете вот в этих факторах, витакка, вичара и пити, возникает счастье, благополучие, такая приятная внутренняя удовлетворенность от медитации. И вот все эти 4 предыдущих фактора, они дают такую однонаправленность, собранность. Это называется экаграта. Ум становится очень собранным, целостным, однонаправленным, и вы можете долго медитировать. Итак, если подробнее разобрать, то первый фактор витакка – это момент, когда ум входит в объект. Не просто замечает его мимоходом, а действительно к нему направляется. Если в обычной жизни наш ум редко бывает собранным, дисциплинированным, он все время скачет. И даже если мы пытаемся сидеть в тишине, в медитации, внутри нас идет целый поток. Воспоминания, планы, что надо сделать по севе, какие-то оценки, внутренние диалоги, что мы не договорили другими. Часто у неопытного медитатора сидение – это говорение с самим собой, все, что он хотел высказать соседу, родителям, о миру. Это махашанти называется. Конечно, это не махашанти. Махашанти будет, когда будет дхьяна. До этого это медитация вместе с марой. Потому что отвлечение. Или еще сонливость бывает. Вот когда первое – это возбужденность, а сонливость, вялость – это расплывание называется.
Диалоги, тревоги, случайные образы. Ум никогда почти не остается в одном, распадается на много движений. И вот витакка – это первый перелом этого состояния, когда ум перестает хаотически блуждать и направляется на один объект. Это можно с лучом фонаря сравнить. Если фонарь движется хаотично, он все подряд освещает, ничего толком не удерживает. Но если луч остановился и направился в одну точку, появляется определенность. И вот это движение наведения ума, как будто вот вы снайпер и навели ум на цель. Это может быть семенной слог, облик Дататреи, или картинка с изображением семенного слога облика Дататреи, кашина, точка, пламя свечи или 4 бесконечных. Вот наши основные объекты для дхьяны и дхараны. И вот это движение наведения, словно снайпер прицеливается. Вот это и есть витакка. Когда луч внимания остановился и направился в одну точку, и появляется определенность, значит, мы управляем нашим вниманием. И это не рассуждение о объекте, не анализ, не внутренний комментарий, а именно поворот сознания к объекту. И второй фактор – это вичара. Одного направления мало, потому что ум может направиться и тут же сорваться обратно. И второй фактор вичара – это пребывание. Если витакка – это вход в объект, то вичара – это пребывание. Ум не просто касается объекта, а остался с ним. И не просто направился, а удержался. Вот если вы, например, смотрите на пламя свечи, то витакка – это момент, когда вы перевели внимание на пламя. И не просто глаза перевели, а все свое внимание. Потому что бывает, мы смотрим на пламя, внимание уплывает. Глаза смотрят, а ум все равно. А мы перевели и глаза, и ум, и все внимание. То вичара – это когда внимание остается с этим пламенем и не убегает в сторону. Это когда мы словно схватили пламя свечи и вот держим, не отпускаем уже. Никакие мысли, никакие образы, никакие представления. Или мы схватили точку, схватили образ семенного слога и держим его. Вот это вичара. Если с музыкой привести пример, то такой момент. Первый момент слушания – это витакка. Но когда мы продолжаем слушать, не выпадая через какое-то время свои мысли, это вичара. И еще в древних текстах приводится образ колокола. Удар – это как первый контакт, а продолжающее звучание колокола – это как удержание. И вот вичара – это не напряженное удерживание, а продолжение связи. Между вами и объектом концентрации есть связь. Поэтому в дхьяне внимание не только направлено, но и устойчиво. Сознание перестает быть рваным. Оно начинает держаться в одном поле. Поэтому витакка и вичара, они всегда понимаются вместе. Витакка как фактор ставит ум на один объект, а вичара позволяет уму оставаться в нем. Почему они очень важны? Потому что это начало внутреннего перелома в концентрации и медитативной практике. Если ум не умеет входить в объект и оставаться в нем, дальше продвижение просто невозможно. И медитация будет либо хаос, либо в случайные вспышки покоя, и они распадаются быстро. А наша задача – состояние дхьяны, которое может длиться часами. Когда мы вниманием управляем хорошо, и оно может длиться часами. И у нас есть монахи, достигшие и 4-й, и 5-й, и 6-й дхьяны, опытные, которые могут часами находиться, даже не вставая с одного места, сутки, двое, даже не кушая, не ходя в туалет. Были такие опыты практики. И это очень ценно, которые могут останавливать дыхание в дхьяне, сидеть неподвижно, не только телом, но и умом. И вот эти первые два фактора – это фундамент, как фундамент для дома. И третий фактор – это пити. Пити означает, когда ум начинает собираться благодаря первым двум факторам, рождается не только устойчивость, но и радость. Вы чувствуете, как это здорово иметь однонаправленность, когда мара не беспокоит, отвлечений нет. И я удерживаю ум на объекте, и вся Вселенная для меня объект медитации. Я могу, не шевелясь, в однонаправленности быть. Это не мирская радость, а такая внутренняя, медитативная. И пити обычно переводят как восторг, радостный подъем.
такая живая энергия, она возникает просто потому, что ум перестал быть раздробленным и стал однонаправленным и собранным. Любая собранность ума дает радость. И вот если вы испытываете во время Махашанти каждый раз радость, значит, вам удалось собрать ум. А если вы идете на Махашанти, думаете, опять вот эта вот борьба с тамасом, со сном, с болью в спине, с мыслями каким-то, с хаосом. И час вы сидите, и борьба, все проходит в борьбе. Никакой радости, никакой однонаправленности. Это повод задуматься, как мне скорректировать свою дхьяну, как мне испытать вот эти медитативные факторы. Один тибетский практикующий писал: «Я готов пить и веселиться всю ночь, но когда я подхожу к медитативному коврику, меня тянет. В общем, возникает отвращение». Потому что не так-то это просто. Если у нас есть мешающие кармы, препятствия, нам буквально себе приходится перебарывать, усаживать, чтобы прийти в спокойное состояние, чтобы достичь однонаправленности, чтобы пережить обычную радость, которая присуща первой дхьяне, просто от собранности, от сосредоточения ума. Но это дисциплина йога, это аскеза. Вот это представьте человека, который жил в шуме долго, в напряжении, психической рассеянности, и вот почувствовал, что внутри него наконец-то тихо и наконец-то целостно. И он радостен, и у него такое чувство внутреннего подъема, оживления появляется. Он чувствует, вот оно верное, вот оно живое. Вот это вот настоящее во мне. И отсюда поднимается радость. Но это не чувственная радость, а радость от самого собирания сознания внутрь. Это как будто вот после многих лет рассеянности человек нашел внутреннюю опору, и она очень ясная. И вот в этом прояснении есть восторг. Но пити – это еще не покой. В нем есть движение, волна, подъем. Вопрос? Да. Про пити хотел спросить, что это такое? Ну вот, мы как раз про него обсуждаем. Это радость от собранности сознания. И четвертый фактор – это сукха. Сукха – это еще более тонкий фактор, последний. Если пити – это радостный подъем, то сукха – это счастье от пребывания. Вот восторг возник от собранности и подъем. А сукха – это уже не вспышка, а такое устойчивое благополучие, такое ровное, теплое присутствие. Глубокое внутреннее хорошо. Вы так сидите, хорошо, сидел бы и сидел еще. Пити – это радость от того, что ум входит в правильное состояние, а сукха – это счастье от того, что ум уже пребывает в этом состоянии. Это как путник, который долго шел по жаре и, наконец, в пустыне увидел воду. И он думает, о, вода, спасение, у него восторг, вот это пити. А когда он уже напился, остыл, сел в тени и чувствует такое облегчение в тени деревьев, вот это ближе к сукха. И вот эти факторы в классической теории дхьян, они очень важны. Если у нас есть все эти факторы, витакка, вичара, пити, сукха, то мы получаем право на пятый фактор, на экагратта или экагатта. И здесь мы переживаем целостное состояние ума, когда ум перестает разрываться. И счастье, которое мы переживаем, это следствие внутренней упорядоченности сознания. Наше внимание стало упорядоченным. Что касается питти и сукха, то питти – это радостная энергия. Вот у кого есть радостная энергия в медитации? Вот, хорошо, у многих. А сукха – это счастливая устойчивость. У кого есть счастливая устойчивость? Тоже есть, хорошо. И вот обе они нужны для понимания факторов дхьяны и, в частности, для понимания первой дхьяны. Наконец, пятый фактор – это экагатта или экагратта. Его обычно переводят как однонаправленность, одноточечность, собранность. Это означает, что ум перестает распадаться на множество линий, на множество ветвей из-за отвлечений, расплывания, вялости, возбужденности и становится очень однонаправленным. И люди, которые тренируются в экагратте, в дхьяне, их можно различить, у них такой концентрированный ум, цепкий взгляд.
Такой он очень точный, очень четкий, без отвлечений. Они знают, как концентрироваться. В обычном состоянии сознания это похоже на толпу людей внутри нас, внутри головы. И каждый тянет в свою сторону. Какая-то часть хочет покоя, какая-то вспоминает прошлое, третья строит планы на севу или на что-то другое. Четвертая реагирует на тело, там болит, там чешется. Пятая оценивает, хорошо ли движется медитация, рассуждает, какая это дхьяна, и все ли 5 факторов собраны в дхьяне. Но это тоже рассуждение. Вот такая раздробленность. Но если вот эти все факторы, они присутствуют, то возникает экагратта. Экагратта означает множественность собрана, ум становится единым и целостным в своем направлении. Это как если рассеянный свет, он собран в линзу. И собранный свет в линзу он может даже зажигать. В детстве у меня была большая линза, я даже выжигал по дереву с помощью линзы. За счет фокусировки солнечного света. Таким же образом, ваш ум становится как пучок лазера. Он становится буквально прожигающим. И вы можете прожигать клеши, какие-то тамошные, омраченные состояния ума за счет экагратта ума. И вот достичь такого ума экагратта, собранного и целостного, это многого стоит в медитации и концентрации. Но при этом экагратта или экагатта – это не насильственное зажатие внимания. Это не когда мы себя стиснули и вот пытаемся не двигаться. Нет. Это не когда мы силой удерживаем объект из страха потерять концентрацию. Настоящая экагратта, однонаправленность – это такая естественная целостность ума. Не искусственное сжатие, а просто прекращение распада сознания. И вот этот фактор, он скрепляет все остальные. Благодаря экагратта витакка не остается случайным актом, вичара не распадается, пити не разливается в такую эмоциональную хаотичность, а сукха не становится просто приятным состоянием без глубины. Вот экагратта все соединяет и делает целостным. И вот эти все 5 факторов работают вместе. И овладение этими 5 факторами в дхьяне означает, что мы с помощью дхьяны можем получить вивеку, различающую способность, и выделить «я есть осознавание». У нас появился инструмент, с помощью которого «я есть осознавание» становится нам доступным. Лишь я есмь естество всех существ. Лишь я есмь материальное все. Лишь я есмь — это истинный ты. Лишь я есмь, только я. И вот выделение «я есмьности» возможно любым способом. Методом концентрации или методом атмавичары, потому что войти в дхьяну через атмавичару также возможно, как войти в дхьяну через точку, пламя свечи, медитацию 4 бесконечных или концентрацию на Иштадевате. И нам надо научиться входить в дхьяну через точку, через пламя свечи или кашину, круг, через биджа-слог, визуализируемый снаружи, через избранное божество, через биджа-слог, визуализируемый внутри, через божество, визуализируемое внутри, через медитацию 4 бесконечных и через медитацию пустоты, махашанти, или еще называют медитация самадхи истинной итаковости. Для достижения иллюзорного тела нужны 3 вида дхьяны и самадхи. Самадхи семенного слога, самадхи 4 бесконечных, называемые всеозаряющие самадхи, и самадхи пустоты, или называемые самадхи истинной таковости. Итак, ум сначала направляется к объекту, это витакка, удерживается на объекте, это вичара. На фоне вот этой собранности рождается радостная энергия, это питти. Эта энергия созревает в более глубокое внутреннее благополучие, это сукха. И все это удерживается в единстве благодаря экагратта. Вот таким образом это состояние, общая дхьяна, и любая дхьяна работает по этому принципу. Только по мере роста дхьян уменьшается количество факторов. Все грубые, более грубые факторы уходят, а все тонкие факторы остаются. Итак, дхьяна – это состояние, в котором внимание вошло в объект, удерживается объекте, ум оживлен радостью, ум насыщен счастьем и собран в единстве, если говорить о первой дхьяне.
В первой тхьяне есть ясность, устойчивость, радость, счастье и собранность. Ум становится целостным, светлым и насыщенным. Лишь я есмь душа человека, лишь я есмь Всевышний Господь, лишь я есмь Господь всемогущий, лишь я есмь всегда только я. Гуруджи, получается, вот в «Я есть» можно войти с помощью анутара тантры, с помощью иллюзорного тела, с помощью бхакти-йоги и с помощью раджа-йоги. Вот 4 основных, да? 4 основных. Да, это так. Один метод поддерживает другой. Если вы человек выдающихся способностей, вы благодаря прямому введению входите методом анутара тантры в распахнутое присутствие. Это значит, методы Шамбхава Пая вам подходят. Если вы человек средних способностей, но тоже средних выдающихся способностей, вы войдете в него через иллюзорное тело и путь тайной мантры. Если человек обычных способностей, то вы сначала войдете в него благодаря раджа-йоге. Да, и бхакти-йоге, конечно. Бхакти-йога вообще, она пронизывает все 3. Бхакти-йога, она как бы особняком стоит. На каждом уровне она нужна. Без нее никуда. Данный канал Просветленного Мастера, с вами Вишнудевананда Гири, существует на пожертвования слушателей и учеников. Поддержать выход новых видео вы можете по реквизитам в описании. Благодаря этому вы обретаете благие заслуги и помогаете менять этот мир к лучшему. So